Всем доброе утро! Мы летим куда? Казахстан, МСС. Выхожу я, значит, из своего бизнес-класс такси. Я не знаю, почему бизнес приехал, я был только рад. Подъезжаю я такой к аэропорту. Перед моей машиной также, останавливается вторая машина бизнес-класса. И мы одновременно с Антошей Дурачев выходим из своих такси. Я выхожу такой важный, осматриваюсь, и я заметил его. Он заметил меня. Мы друг на друга секунд 5 смотрели, он меня не узнал. Я подумал, что это он, но не был уверен. И что-то стоим мы в очереди, и когда он начал разговаривать, я по голосу понял, что это тот самый человек, и организовал с ним фоточку. Фоточку можете найти в телеграм-канале Sunset Lover. Что мы планируем сейчас делать? У нас еще 2 часа до вылета. Савоч планирует в Эль-Патио. Я не пойду. Мы все всегда планируем в Эль-Патио, как будто бы это наш обряд. Не знаю, я погуляю, похожу что-то. Вон там магистр стоит, я с ним что-то туда-сюда поговорим, пообщаемся. Хика, что ты будешь делать? У меня тут поступила информация некая интересная. Мы идем в Эль-Патио. Шаришь? Я один. Короче, подписчики, мы прошли на паспортный контроль с Катей, и челик спросил, кто из вас несовершеннолетний? Давай, рассказывай, что будет в финале. Одного героя раскроем. В телеграм-канале OneShot постил некую цитату: «Каждый дуб когда-то был желудем». Что это значит? Это Белерик, значит. Все. Это скрытая подготовочка такая? Я не знаю, что он там скидывал, но, видимо, имбаланс лютый. Я думаю, почаще будем пикать на экспу. Скрытая имба. Скрытая имба. Скрытая имба, знаете что? Лейла в танка. Правильно? Да. Лейла в танка. Все, let's go. Сава, сколько спал? 0. Ну, там вообще трэш произошел, ситуэйшн. Я в фулл тильте. Сказали в 5 подъем, потом в 5:15, потом 5:30, потом вообще 5:45. Потом машин не находил на такси. Вообще, до 6 мог спать по факту. И это было бы 5 часов сна. Но я поспал при включенном свете час. Потом проснулся, умирающий от бессонницы. Весь в нервах. Вдруг я просплю. И по итогу не поспал. И не по приезду, а нормально поспать надо. Ночью? По приезду я просто пойду тусить с Кидом, посидим, пообщаемся насчет Белерик имба. Я же говорю, я приеду и буду общаться с Кидом на тему драфтов и пиков и прочего стратегии. Мы просто знаем установку, нужно выигрывать, а как, детали пока неизвестны, скажем так. Да. Мы пришли покушать. Чем будешь заниматься в самолете? Лететь все-таки 5 часов? В прошлый раз летели 5. Спать. В прошлый раз ты даже еду не забрал из самолета, не покушал в самолете и просто спал. И планирую делать то же самое. Что-то новое начал делать за последнее время? Патч в доте вышел, в доту когда играю. В самолете не поиграть. Рассказывай, в чем отец. Какая-то шапка за 300 рублей с Филиппин. Футболка, спирит бесплатно подогнали. Шарфик какой-то бесплатно мама подарила. Штаны купил мне. Глория Джинс за 2000. Ну и красотки. Черевички, хвастаемся. О, Опа! норм, да. Сидишь целый день за креслом. А потом встаешь неожиданно, делаешь мостик и организм. Просто давление в стратосферу. Встретимся в самолете. Хика, что расскажешь интересного? Я покушал вкусную карбонару. Что еще? Только карбонару? И украл пиццу у Савочи. А ты что кушал? Только пиццу. И как тебе? Сойдет, только без Кида. Не то же. Без Кида грустно? Да. Мы приехали. Уже в аэропорту. Рассказывай, как долетел. Нормально. Спал много. Комфортно? Сойдет. Получше, чем у ребят и у тебя. И что делаешь обычно в полете? Стараюсь поспать, там как повезет. Так, у нас по планам сейчас получается забрать багаж. Я думаю, с Кидом что-то будем обсуждать. В любом случае надо ждать ваншота, раскликаемся, я думаю. Настроим симки на Инфиниксах. Инфиниксах. Да, у нас новый телефончик. Не будет сегодня никаких праков, может быть, в рейтинг поиграете? Просто в рейтинг поиграем, думаю, да. Где сильнее игроки, в Казахстане или в России? В России, конечно, просто банально, потому что их больше. Я собрала. Вот. Надо было загадать желание. Загадываю выиграть чемпионат мира. Давай, как обычно, топ-3 трека. Рассказывай, показывай. Гладиатор или рыцарь, что тут еще? Адская колыбельная, пусть будет белый танец.
Ого, «Белый танец». Это же достаточно старый трек. Да. Фанат ЛСП? Нравятся так треки некоторые. Какие еще треки нравятся ЛСП? «Безумие». Безумие, да. Что еще тут? Отброс тоже норм. Вот так вот. Так что мы сейчас уже будем ехать заселяться в отель. Мы заселились в отель. Сейчас нам Хика сделает обзор своего номера. Обозреваю комнату. Вот тут у нас есть ванная комната замечательная. У меня есть раковина, какие-то однодневные приборы, туалет и такая ванна с душем комбинированная. Вот здесь полотенце висят для каждого. В шкафу у нас имеется халатик и тапочки. Как говорил Кит, его лучшие друзья. Тапочки, да, прекрасная вещь. Вот, я в них сейчас нахожусь. Нас встречают две замечательные кровати. Вот, на прошлом ПСИ уже успел в них поспать. Очень комфортные достаточно. Там особо ничего нет, только одна розетка и телефон, чтобы позвонить на ресепшн условно. Вот, там стоит мой чемодан уже. Тут бесплатная вода, чай. Тут еще тарелочки какие-то. Тут салфетки одноразовые. Тут меню, скорее всего, что есть, да. Диванчик, чтобы вот так удобно сесть. И у нас еще такой вид из окна. Вот, посмотрим. Можно с термо открыть, чтобы проветрить немного помещения. Бывало и лучше в Риаде, но бывало и хуже на Супернове. Поэтому все файн, все файн. Шестерочка нормально пойдет. Можно жить. Правильно я понимаю, что сейчас браков не будет. Точно. У нас еще ваншотика нет. Ваншотик скрытопульный приедет через дня 2, наверное, 3. Ну, я там дела в Питере какие-то, вот. Сейчас в Питере чилит. Получается, у нас в каждом МСС кто-то отсутствует в первых днях. Ну, получается, ты тоже, скрытопульный? Ну, экзамены были, что поделать, что Исправился. Сейчас собираемся заказать еды, немножко покушать и почилить. И встретимся уже, наверное, завтра на медиа дне. на медиа дне. Всем доброго, чудесного утра! У нас начинается второй день турнира, а именно медиа-день. У-ху-ху. Во сколько встал? Где-то 8:30. Что делал? Ничего, лежал в кровати, смотрел видосик. Ну, доту вчерашние игры смотрел. Под бундачу. Расскажи, пожалуйста, что вам дал буткемп? Тренировки. Может быть, вы сыгрались, как-то узнали друг друга лучше. Все-таки ваншот пришел... Это первый буткемп с ваншотом. С ваншотом, да. Может быть, как-то сыгрались, как-то повлияло на ваншота? Я с ним давно знаком, лет так 5. Даже больше, я думаю, еще до М1 мы познакомились. Хикану и Киду, может быть, да. Как ты адаптируешься к новому часовому поясу? Ты очень много путешествуешь, хотя бы несколько лайфхаков, как быстро прийти в норму? Я не замечаю уже часовые пояса. Мне без разницы. Нету джетлага. Вообще нету. Не ощущаю разницы. Сейчас медиа-день. Давай немножко поставим ставочки, что будет на медиа-дне. Как обычно. Сначала фотки, потом фотки команды, интервью и все. Медиа-день или поспать 12 часов? Ни то, ни другое. А что ты выберешь? Да что угодно, но медиа-день я не люблю, спать 12 часов я тоже не люблю. Сколько в среднем спишь? 6 часов. Этого достаточно для того, чтобы выспаться. Да. Я тут нашла комментатора. Привет, привет, привет. Сложное утро, мы только приехали. Гуляли всю ночь по паркам, смотрели город. Вот, но сейчас мы готовы к бою и к медиа-дню. Как ты привыкаешь к часовым поясам? Я просто у Санца спрашивала, он сказал, что он не ощущает часовые пояса. Я, честно говоря, тоже. Если лететь куда-то далеко, типа там 6 часов сдвиг, тогда, конечно, слегка ощущается. Вот, а если там 2 часа, вообще без разницы. Лайфхак обычным людям, путешественникам. Как восстановить часовой пояс быстро за денечек? А по-хорошему просто выспаться, если что. С утра прогулочка, зарядочка, отжимания. Все, ребят, поехали на медиа-день. Ну, парни, приехал, тут сейчас стою с этого человека, смотрит ТикТок, чтобы вы понимаете, он не смотрит просто ТикТок, он типа смотрит ТикТок, and the volume, я могу прям, блядь, внизу стоять, мы тут на 2-м этаже, и я буду его ТикТок слышать, 3-й этаже. Что ты на этом скажешь? А я не слышу. Как у тебя? Делишки, как мейкап? Все хорошо, все хорошо. Все вайбовненько. Какая твоя любимая часть медиа-дня? Может быть, мейкап? Гламур, Блонды гламур. и брюнетки.
Медиадень? Нормально. Начался хорошо? Да, Выспался? да. Это хорошо. Как по моральной составляющей? Все-таки турнир достаточно крупный. Нужно пройти на М6. Как моральная составляющая? Жду, пока пройдет медиадень. Что после медиадня будет? Я думаю, демки посмотрим, там, индонезийский МПЛ в самом разгаре. Вы прям следите активно за индонезийским МПЛ. Не то чтобы активно, нечего делать просто. Ваншот нет, так вот так поиграли. В целом, к этому турниру вы готовы. Вы очень Ну да. быстро прошли регулярку, так скажем, с ноги выбили ее. В этот раз по верхней сетке? Да, Василия нету. Что смотрите? Тимликвид против БТР. Какие герои взяты? Из необычного Хильдана Экспо, плюс Альфа Ангела, Альфа Матильда, это дефолт уже какой-то. Еще из примечательного то, что Харит на голду у БТР был взят, а у Team Liquid Ангела под Натаном, ну или Натан под Ангелой, и по итогу он бегает 10-1, всех шотает, и Харит вообще ничего не может сделать. Что-то интересное подметить? Да не, сейчас просто поверхности смотрим, кто выигрывает, какие пики были пикнуты и все. А, ну, чуть получше какая-то аналитика дома уже будет в отеле. Свет, камера, мотор, погнали. И что, как тебе понравилось? Сниматься, ну так пойдет, как обычно, туда-сюда. Нет вечного ожидания. Я подумал где-то над каждой бозой минуту и все. А я прям долго думал. Что думал? Сколько во мне креатива я думал. Не додумал. Все за меня придумали. Мне корону придумали. Но я думаю, на кринжовой почве я не ставят. Ты уже придумал что-то? Бля, вот это, вот так можно. Ну ладно. Это все не сравнится с тем, какие у меня носочки. Смотрите. Чё, как вам? Опа, они были. Вот это да, вот это носки, вот это реальный контент. Что у тебя было? Я знаю, что у тебя было интервью для Мунтун. Secret info. Ну хотя бы один вопрос. Каково быть тем, кто защищает, а не стремится к топ-1? Каково? Тяжело. Ну, потому что я приезжаю вот на МСС, я сюда приезжаю не как человек, который хочет победить первый раз, первое место, а человек, который тут всегда первое место и должен защищать свою честь. Как будто вот на мне пояс, и я должен его всегда защищать, чтобы не отдавать. Это действительно сложно, но у тебя получается. Да. Получается первое место за нами. Снова. Для тебя это будет 4-е МСС. Давай первое место, погнали. Нормально. Погнали, посмотрим, что делает Хика. Па-па-пара-пара-па. Па-па-пара-па. Па-па-пара-пара-па. Па-па-пара-па. В последний раз меня спросили вопрос на русском. Это Кахут был? Это ты сделал? Ты это придумал? There was words that I saw for the first time in my life. Thank you for whoever made it. Appreciate it. Пиздец, плохие вопросы. Я надеюсь, что сейчас то же самое будет. У нас начинается активность. Честный ответ или честный вопрос? Ну давайте посмотрим, как это выглядит за кадром. Снимали сейчас формат. Расскажи, как тебе он? Ну, прикольные вопросы были, вот, там, про квадроберов, харитов. Ну, короче, в целом все круто, прикольно, мне нравится, прикольный формат, вот, прикольный ведущий, прикольный мой напарник, ну, вот этот тот самый. Сейчас ты идешь давать интервью, правильно? Все, давай. Бам-бам-бам. У тебя было интервью? Расскажи, что было на интервью. Меня просто поспрашивали там дефолт вопросы, как вам Team Spirit, Торган, волнуетесь ли вы перед МСС, какие герои посоветуешь для Паранга, какие другие увлечения есть. Как тебе Арга Team Spirit? Гуд. Сюда, Старбог. Какие герои для Апаранга? Один герой. Суё, но Анамид. какая-нибудь Джуси. Что ты только лес назвал. Да, потому что лес самый имба. Лес самый имба, ребят, записываем. Сейчас мы, получается, заканчиваем и едем в отель. Да, да, Будем разбирать матч. да. Все, ребят, встретимся в отеле. Опа, что за гости у нас тут в практис-руме? Ну, давай, проходи.
Встречают нас вот такие вот приятности. Тут меню всякое, где можно заказать что-то. Водичка, чай, такие салфеточки, вот. Такой большой диван, тройник, чтобы во время игры заряжался. Такая лампочка. Тут нас встречают снеки, чай, вода, чипсики всякие, бананчики вкусные и всякие конфеты. Тут еще есть такие диваны удобные, вот. Очень приятно на них сидеть. И вот такой вот у нас вид из окна. Я думаю, один из лучших видов из окна, который мог быть в этом отеле. Вот. Проходим дальше. У нас такая большая спальная кровать. Тоже тут диван. Тут еще есть какая-то потайная комната. Тут еще какое-то окно непонятное. Просто какой-то стол с прессом. Вот весь наш практис. Завтра прогон. Как раз таки. Что сейчас делаете? Чилим. Без ваншотика, шотика ничего делать. Сансет вернулся после интервью. Сначала покажи свой просто великолепный amazing халат. Халат, просто халат. Новенький. Мама подарила. Теплый, турецкий. Уф. Теперь расскажи немножко поподробнее о интервью. В общем, в целом интервью было обо мне и Савоче, и о нашей истории до М1 по сей день. Твой любимый период в жизни. Вот момент, который запомнился в киберспорте тебе. Вот какая-то вот вещь. Поехал на М1 и первые эмоции от арены. Вот это самое запоминающееся было. Сейчас таких эмоций уже не испытываешь? Ну, как тогда нет. В общем, сейчас ребята пойдут спать. Встретимся с вами завтра. Ура, прогон! О май гарбл! Я так устал. Можно уже спокойно поеду, куплю себе пальто, не понимаю. В общем, до завтра. Всем доброе утро. Со мной рядом Хика. Хика, Доброе как утро. спал? Хорошо. Что делал утром? Сидел в ТикТоке, покушал завтрак в этом прекраснейшем отеле. Он был очень вкусный. Мне очень понравилось. Сколько часов тебе нужно выспаться для того, чтобы быть бодрым, активным? Ну, не знаю, у меня какой-то странный режим. Я в 8 уснул вечера, проснулся в 6 утра. Ого! Это ты сам настроил так режим или просто случайно получилось? Ну, делать нечего было, Сани не было, браков нету. Решил поспать. Что мы делать сегодня будем? Едем на сцену, будем там арену обозревать. В целом ты настроен позитивно. Да, супер позитивный вайб. Второй раз. Как все делишки, братишка? Второй раз. Нормально? Что делал? Ничего, смотрел видосы, поиграл 2 катки в МЛ. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Вот ты просыпаешься, сколько нужно времени для того, чтобы собраться и выйти? 2 минуты. Что там, 10 секунд просто взял, вот, готов. Ну, это если надо быстро выходить. А если никуда не торопишься, что там? В ванну зашел, видосик включил, под водичкой теплой постоял, похорошело, потом холодную воду включил, контрастный душ себе сделал, просто бодрячком и пошел. Все, let's go, поехали на арену, погнали. Hi, Ren. Hello. The first time in Kazakhstan? No, it's my second time. First time was on one Supernova. Supernova. Yeah. Do you like Kazakhstan? Yeah, because I see some Asians. The best morning routine. I wake up at 7. I eat breakfast, hard-boiled egg, 2 grapes, maybe some milk or water. It's fine. It's so early, 7 a.m. Yeah. Usually we wake up at 7 because in my country, 7 a.m. is not the hottest sunlight. At 9 a.m. it's burning hot already. Oh, yeah. That's why we wake up at 7 for healthy sunlight. When you go to sleep, Maybe 9 or 10. It's so but early. during work, of course, you can't sleep proper sleep. yeah. Sometimes you need to sleep at 3, 4. Новые изменения какие-то в арене. Вообще, мне кажется, мест стало больше. И в целом здесь очень мило. Тит, как настрой? Да, отлично. Я спал 13 часов.
Мог 15 поспать, но меня разбудили. А ты как спал? Я не спал в 5 утра. Ты вообще очень в 6 утра, типа, ужасно? Кит постоянно просыпается, что-то за водой идет, он что-то какие-то странные. Генеральная репетиция стартанула. Ребята сетапятся и будут траить телефоны, на которых играют. Раскликиваться, вероятно, на фане. Ты A или O? Я рил Slim Shady. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, but don't gravity. No man. Итак, вы закончили сетап, пинг проверили и сыграли пробный матч. Какие сильные и слабые стороны есть у Dark Phoenix? Они слабые по личному скиллу, да и по командной игре тоже. А какие сильные есть стороны? Какие стороны ты можешь отметить? Некоторые колы от нагиба неплохие. Как часто вы играете с ними праки? Последний раз в 2008 играли. Давай немножко предположим, кто какое место займет на МСС, и потом в конце МСС проверим, правильно ли ты угадал. Team Spirit, Интилио, Верса, Dark Phoenix. Изменилась ли сцена после последнего МСС? Какой вариант тебе нравится больше? Да, этот, наверное. Не знаю, экран прикольный. Насколько тебе комфортно играть на этой сцене? Немножко изменились девайсы? Чуть-чуть. Да, в целом комфортно. Все удобненько. Давай немножко поговорим об удобстве сцены. Вы сидите прям близко друг к другу. Это мешает как-то во время игры? Или вы не обращаете на это внимания? Ну, не знаю, противника, maybe, неприятно, когда Кит орет. Мне пофиг, я почти из самых последних, ну, типа, я далеко от противников, я вообще ничего не слышу. Какая была самая удобная сцена? Супернова, наверное. Прям такая же сцена была, но чуть-чуть поудобнее. Подальше от противников сидели. Окей, лан со зрителями или лан как на Супернове, без зрителей? Со зрителями, конечно, плюс вайп. Больше эмоций, сцены, энергии. Чувствуешь эту энергию от зрителей. Как они кричат, орут. Там, не знаю, хорошо сыграл, они такие хико. Короче, дай баланс. Что самое неприятное на лане? Ну, фанаты просят сфоткаться, но а ты там, типа, на фул концентрации пытаешься там выиграть. Но в целом ты любишь фотографироваться с фанатами. Под конец турнира ты всегда выходишь и первым да. проявляешь инициативу. Думаю, им приятно. Да и мне в целом тоже, вот. У нас сейчас генеральный прогон, после этого мы играем праки. Встретимся по пути в отель и будем играть праки. Мы снимать проходочку идем. Готов пройтись модельной проходкой? Модельно не умею, просто идти, ну, я пойду. What about stage? Small and beautiful. Are you nervous about tomorrow? No? How you think we win or not? Yes, we will win. It's easy for us, Easy does not come to grown-up life. Everything is hard. but you ready? Yes, Do you have a surprise picks? I think no. Because there is no patch. Yeah, but maybe Hilda in exp line? We will see. Bellaric Rome? Maybe on M6. Мы приехали в отель. Ребята уже в практис-руме тренируются. У ребят закончились праки, они идут отдыхать. Встретимся с вами завтра, и завтра же начнутся игры. Всем доброе насыщенное утро. Сава, доброе утро. Как у тебя дела? Выспался ли ты? Ну да, хорошо. Мы сегодня играем. Как настрой? Кто-то отвечает проигрывать? Нет, но может быть ты немножко уставший. Нет, в такие дни я никогда не уставший. Расскажи немножко по поводу своих оппонентов. Как ты считаешь, сильные, слабые? Дарк Фениксы первые,
Их считают самыми слабыми. В целом так и есть, я думаю, но ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что в прошлый раз мы просто в нижнюю упали из-за этого. Да, мы там выиграли по ней, но укольчик неприятный. Вот. Ну и такого не должно повторяться в этот раз, очевидно, и дальше уже готовились к Верса или Инсилио. В целом без разницы, кто из них выиграет, но больше думаем, что Верса, чтобы выиграют, а готовились больше к Инсилио, но не суть. Суть в том, что там кто победит, тот победит, в целом не важно. Очень важно выйти с верхней сетки, вот что важно. Потому что завтра челикам играть просто триллион матчей, если ты с нижней. Ну, на один матч просто больше, на Best of 5, но если там полноценная Best of 5, 5 матчей, а мы любим гранд-финал играть 4-3, 4-2, 4-1, еще миллиард матчей, поэтому надо просто по верхней идти и обязательно. Все кайфово. Тогда поедем на арену. Расскажи немножко о своих ощущениях перед турниром. Так, ну я тут впервые, место охуительное, все нравится. Ну, может быть, у тебя какой-то мандраж есть. 2 по 10 и пошли дальше. Какие самые сложные противники, по твоему мнению? Да все одинаковые. Не думаю, что есть какой-то более сложный. Одна из важнейших частей турнира началась, а именно сетап девайсов. Пока наши пацаны настраиваются, пойдемте, я вам покажу, где что находится. Здесь главный зал. Здесь зрители могут видеть сцену. Чуть далее есть огромный экран, на котором тоже будут показывать Mobile Legends. Здесь камеры для трансляции. Так, мы такие типа быстро пробегаем. Здесь огромный билборд, на котором можно будет расписаться фанатам, написать свой ник или пожелание команде. А здесь стойка комментаторов. Такой вот Red Bull, йоу. Конечно, Team Spirit. Team Spirit. Наш. А здесь такая немножко чил-зона для наших фанатов, где они смогут поиграть в Mobile Legends, пока идет турнир. Балкончик, где будут ребята чилить, обсуждать какие-то моменты игровые. И, конечно, вид, просто потрясающий. Тут великолепный вид на горы, просто замечательный воздух. Как-то так. Это минус Сава. У нас здесь уже Шлянер подходит. Он отдает ультимейт. Хаяба! Хика, заморозка будет еще, скорее всего, минус Хика. Хика погибает. Что происходит на карте? У нас выживает только ваншот. Ваншот жить! Это будет игра по трону. Это будет первая за Дарк Феникс. Ваншот! Он упал! Это трон, который валится, Дарк Феникс! It's okay, don't worry, I understand now. Два типа без ультов. Хайл на мне. Вы как отсосали файт? Это не важно. Это важно. Это единственное, зачем я так драфтил. Вы как отсосали этот файт? Потому что Харит играл по просто. И что? Ну и Рон умирает, и он на Макса У вас все кнопки. У нас просто урона не хватает. Да, снова на него файте, но не залил. Ну, я просто залил урон солнца. Ну, нет урона. Мы просто не постанцию даем каст, и все, урона нет в файте. We need to be united in targeting. Not everyone has different targets. Yeah, it's fine. That's why I told you earlier. Do we have enough damage to deal with every damage dealer if they pick tanks? If we divide our stun, it's hard to kill some. That's why Valentina is always free hitting. Дело не в этом, дело не в драфте было. Я notification делаю. Тебя хилы закроют на рубе. Он пошел, однофитил, там вся команда залилась, блядь, с лордом. Ладно там, окей. Ну, next lord, ну как вы заливаете этот файт? Ну, 2 ульты нету, хилки нету, мы файт проигрываем. А, я без всех скиллов был. Я думаю, ебать, что, блядь? Трэш, просто трэш. 3 типа по факту было без скиллов, 3. И вас просто разбал один Харит? Да. Тогда Сансет прав, Харит тир 1. Ну как он это все может задефать? Это невозможно! Балалайка стоит! Балалайка держится! Балалайка!
балалайке, падение балалайки произошло, и Team Spirit тяжелую карту выворачивают. Бля, на топ! Ты видишь, что там Спроси Хикана. Его ощущение, что ты идешь 0-4. Всем поебать, что там происходит. Надо перестать это делать. Я не знаю, что у вас там происходит, но не проебывайте старт, ну молю. У меня Джусин сразу инста теряет импакт, потому что старт проеба. Ему надо прессинговать, а они, блядь, просто оверфарм, он не может прессинговать. You pick Akai. Why? Because he's Kid Bomba. It's Kid Bomba, but it's very Conventional. exclusive pick. Yeah. But it's just an easy hero, you know. Anyone can play Akai. It's not that hard to play. It's just a matter of its preference. He likes to play Akai. Fun fact, Sawa told me that when he met Kid, he hired him because of his Akai. Переходим к третьей карте. Против Dark Phoenix. Let's go. А можно и Д3 попытаться? А Д3 попытаться снести? Вот это вообще будет преимущество. Вот на боте еще можно. И Габьон хорошо попал в мозг. Шлянин здорово ворвался! Сава тоже можно забирать. Он там остается зонирован от своей команды, от своего трона. Сава падает, Кит-бомба 3 секунды. Кит-бомба ложится. Это трон! Это Dark Phoenix! 2-1! Вот не вот так ему даешь слона, блядь. Но, блядь, а зачем ты его бьешь? Но если бы там были круты, они бы просто, ты на топе, тут, они просто нажимают инвиз и хуярят вас. Так а зачем вы эти действия делаете? Не фармите, ничего. Просто хуярят лорда, блядь, я в триху. Ну, блядь, если я беру Харита на суё, я рассчитываю... Все понятно сейчас. Конечно, все понятно, но сейчас, блядь, скрипя жопу придется играть. Ай, блядь, что поделать? У нас у ребят сейчас стартует автограф-сессия. За кого болеешь? За Team Spirit. Кто твой любимый игрок? Sunset Lover. Так. Все классно, все стабильно, как и в прошлых сезонах, все отлично, мне нравится. На Wildcard, Versatile, на М6, Team Spirit. Большой, ждал его, конечно, хороший игрок, потенциал большой. Заменил магистра, это, конечно, печально, но пришлось сделать тогда. Кто ваш любимый игрок? Хика и Sunset Lover. Я фанатка Хика, обожаю. И Sunset Lover, конечно. Я решил на S4 сделать прям нормальный плакат, пошел расписывать. Я плакат делал 2 недели. Почему Team Spirit? Потому что для меня они как команда лучше. Я считаю, что они самые лучшие среди СНГ команд, потому что они играют очень стабильно. И их командное общение очень веселое. Мне они очень нравятся как команда, как личность. Вот, все нравится. А кто твой любимый игрок? Sunset. Я считаю, что он играет очень стабильно. И наши вкусы совпадают в героях. Я тоже на виду играю. Прошла автограф-сессия. Как ты вообще относишься к автограф-сессии? К автограф-сессии? К автограф-сессиям. Хорошо. Не устаешь? Все-таки там целая очередь была. Нет. Ну, знаешь, ощущаю себя как будто в каком-то фильме, знаешь, вот сидишь журналист, ты расписываешься на книгах. Вот я примерно так же себя ощущаю. Запомнил, может быть, какой-то плакат? Там был один просто бомбический, огроменный плакат, где были нарисованы из магической битвы персонажи. Окей. Ну, я должна похвастаться. Расскажи, пожалуйста, о катке против Dark Phoenix. Немножко, какие-то комментарии. Как обычно, проиграли, блядь, ну, в верхний, потому что, видимо, все подумали, что ничего не надо делать, чтобы выигрывать. И бонусом к этому понапридумывали хуйни какой-то лютейшей, типа, ну, у нас суё не отдается так.
по итогу и по игре отсос, и по пикам отсос, по всему отсос. Там на первой игре вообще скриптопул луч произошел. Работяги не захотели апать 4, просто пришли и отпиздили нас. Но мы потом выиграли, 2 убили, но не суть. Мы не играем так обычно никогда в жизни, ни на праках, ни на туриках. Мы никогда так не играем. Мы не играем типа лоб в лоб. Мы подходим на равных, 5 на 5. Мы всегда отсплитить должны, всегда там что-то без бафа чел должен противник подходить к этому лорду. Но никогда мы не играем лоб в лоб. Мы, получается, сегодня будем играть против Versatime. Да. Что можешь сказать об этих противниках? Что-то наподобие победа будет за нами, но это действительно так и будет. Как бы это кринжово ни звучало, нам просто нужно теперь выигрывать каждую команду абсолютно, которая будет на нас падать, и все. Тогда встретимся уже на матче. Нам просто нужно теперь выигрывать каждую команду абсолютно, которая будет на нас падать, и все. It's first map with Versa. What you can say about Nathan? Because it's very exclusive pick. I mean, all heroes of Nico got banned, so we have no choice but to pick the only mage gold laner, which is Nathan. 2 mage gold laners in the game. Marksman is Harit and Nathan, so But what about Van Van? we need burst magic damage because our mid lane is only Eve, which is a poking hero. Окей. Погнали смотреть катку вместе с нами. И это похоже действительно на конец 2 в 4 надо дефаться. Задефают ли 2 в 4? 2 крипов нужно буквально здесь задефать. А вот еще пачка. Нет, это конец. Team Spirit 1-0. Надо воду уже нормально, не очкуй. Вот, видишь, плечи босса вчера, это совсем ты. Он тоже. Охуел. Сейчас, это будет первая игра. Бомба в кондиции вошел, блядь, все закончил. Дальше больше, right? Да, блядь, все, похуй. One thing you should know, more patience. And when Gato going alone, more confidence and more patience. Даблкил Магистр. И 3 в 2 будут пытаться сейчас ли закончить, потому что у Санса, вернее, у Китбомбы нет ультимейта. Это 100%. Да и крипов тоже нет. Это просто пойти в трон и все, да, только это разбайтить, не дать Китбомбе сыграть, подходит пачка крипов. Коджик ультимейт. Пытается выпнуть. Нужна ульта! Ульту забирает. Ульта! Бомба, игра в трон от команды Versatime. Это 1-1! Там и по хилс мы выигрываем файт только если Лингard цеплял. Там Линк просто свой ман. Мы проигрываем каждый файт. Но из-за того, что Линк начал фармить, пушить, мы стоим, я не понимаю, чего ждем. Ну да, походу взорвать лорда было бы лучше даже, чем ничего. Ну, мы типа ждем просто. Надо гонять Линга. Он не может без синего что-то фармить, блять. Бегать просто тупо за ним. Хочешь одного нона отправлять, если он не хочет, то всей командой бегать. Это ненормально, он просто без синего фармит. We win if we don't lose the early game and nothing happens in the early game. Like it's just what they call this a standoff, you know. They just poking each other. We will win this game throughout. What about if it's strong or not? He is like a normal hero. Like he's not good, he's not bad. So in any situation, he's okay. Скорее всего, шансов здесь просто больше нету. Team Spirit борет последний бой, АФК здесь просто падает практически. Лорд бьет уже патрону вместе с Суё, вместе с Ультимативно. Полетели дефаться до конца. Хватит ли сил? Ваншот самого мало КП остается. Лорд все еще живет. И ваншот соло вместе с Антитлавером заканчивают. 2-1! Хотел 40, получил 50. Видишь, ведь просто уверен, идет, я бьем, да, я на лимит трахает. Блин. Эй, никто не делает. As loud as you can.
Вся команда Versatime просто потеет, но не выходит пока каменный цветок. Друзья, давайте еще раз поддержим команду Versatime. Возможно, это их заключительная игра. А возможно и нет, кто еще знает, потому что игра идет довольно плавно. 7000 перефармает, Team Spirit чувствует себя очень комфортно, но на 17-й минуте это, конечно, не 17 тысяч. Кассел здесь рядышком, у Савы, кстати, нет возрождения, он довольно на малом уровне здоровья. Здесь синий баф у Птенчика имеется. Пытается он играть здесь по крипам. Нет у него очищения, это стоит держать в голове. Ульта нужна от Коджика, но не дают ему его нажать. Тут же ульта у нас от Бенедетта, заливаются все. Сава погибает, ульта от Авроры хорошая перед смертью. Нужно бы как-то задефать Тавр, как хорошо! Что? В моменте все попадали! Неужели сейчас получится это закончить? Магистр танчит, Я не верю! Я не верю в это! Я не верю в это! Что? Они работают просто... Я не верю в это! Эту игру мы сами просто пошли с ней. Я опять проебали фьюз. Хика, который просто жестко нафармленный, делает даблкил. И Коджика также что ли заберет. А временем, кстати, у нас Птенчик дефает этого лорда. Они просто взяли файт, чтобы Птенчик задефал этого лорда. Но удастся ли задефать, пока непонятно. Опасная ситуация. Сам Славр подходит, у него есть ультимативная клетка. А Тиф, он ставит клетку. Борется Птенчик. Это что, конец? Минус Коджик, это победа! Это победа Team Spirit! Они такие замыслы. It's so crazy. They lose every first circle. They're scared. Yeah, we were fucking tomorrow so hard. Now you will remember, don't play with your food. Этот день закончился победой. Ребята пошли отдыхать, а завтра мы встретимся с вами в финале нижней сетки и в гранд-финале. Всем спокойной ночи! Всем доброе утро! У нас сегодня снова стартуют игры. Сава, как настрой? Я хочу есть. Я проснулся в 9 утра. Почему? Потому что что-то пиликало. А что пиликало? Дверь напротив нас. Коинлак. Вчера действительно очень были сложные игры. Сегодня будет что-то попроще? Или вы готовы до талого полностью БО5 и БО7 играть? Не, я думаю, с Dark Phoenix гораздо легче будет. Я уверен, что изи раскайтим, что-то. Во-первых, по драфту сделаны некие выводы, плюс, мы просто не играли в свои игры, будем честны, мы просто пытались на равных как-то играть, а мы обычно так не играем. То есть мы постоянно пытаемся какие-то плюсики найти перед объектами и уже выходить в каком-то преимуществе на объектах, а не просто выходить и лоб в лоб драться на кулаках с челиками. Типа это неправильно. Потому что ты после этого проигрываешь файт, они собирают лорда, ты там дефаешь его потом, ты ничего не можешь делать, потому что тебе нужно постоянно дефаться, вот. Все в таком духе. Да, с Верса было супер тяжело, но мы выиграли. Не думаю, что сегодня будет тяжелее день, чем вчера, потому что вчера реально молиться надо было, чтобы дойти до сегодняшнего. Вот, дошли до сегодняшнего. Dark Phoenix, я уверен, мы выиграем. 3-1, 3-2, неважно как. И дальше Инсилио будет. Но пока что про Инсилио вообще ноль речи. Только Dark Phoenix. Нужно их выиграть, а то какие-то проблемки с этим вчера возникли. Тогда мы встретимся уже на арене. Мы пришли на арену, у нас есть собственный практис. Как только мы приходим на арену, мы заказываем покушать для того, чтобы ребята были сыты перед играми. И ожидаем уже старта серии против Dark Phoenix. Мы заходим, здесь есть разные снеки. Тут большой холодильник с Red Bull. Это Кит. Вот такой практис с огромным телевизором для того, чтобы наблюдать в онлайн-формате игры, которые проходят параллельно. Как только мы выходим из практиса, мы находимся на балконе, и мы можем наблюдать саму арену и сцену. Стартанул сетап устройств и пинг-тест. Это нужно делать всегда перед играми, так как ребята подстраивают сенсу полностью под себя.
ультимейт, прожимает отомщение. Минус лужа от Сава, распрыгивается балалайка, у нас падает Килет. Нет возможности продолжать! Да нет, есть же! Это маньяк! Это... Лорд достояние продолжается. Нагиб возвращается сюда. Ваншот полетел. Все-таки Нагиб врываться. Выкидывает Савыча. Савыч лужу прожимает, но по нему отработка происходит. И Сава закрывается. Белерик упал. Дальше Килета в размен. Удается Хика остановить 1-1. Цели и нужды. Надо разобраться непосредственно с этим файтом. Кого-то надо покусить. Врывается Нолан. Ну как же не удается добиться второй попытки. Еле живой. Закрывают для его. Он пока что не падает. Падает ваншот. Нагиба закрыли в размен. Китбомба на лоу хп. И Сава отступают назад. Ваншот. Жать. Начинает ваншот разбираться с этим лордом. С лордом разобрались. Но Нагибу выбиваем бессмертие. Под это врываемся. И минус 2. Лорд просто замечательный. Залетел от Виксы. Ваншот пробует разыграться. Пока никого не получается подловить. Есть работа в трон, но частичная. Продолжает Шлянер вырываться. Шлянер снова падает. Это трон, который упал. Дарк Фениксы. I want to ask about Matilda because it's hard person and it's so hard to good play. I think no, it's easy to play. Why? You just run around the map and tap your skill like that. Nothing really needed to be mechanically gifted, you know. Why Matilda? Because in this game, I heard the conversation is about Suyu. He's like a fighter jungle. So Matilda is paired up. If paired up with fighter jungle, is really good. Because he can save the jungle, the fighting jungle. After the jungle initiate, you can save him back. The second skill. Yeah. Okay. How you think our pick more comfortable and can we win this Yes, game? of course we can win. Dark Phoenix also is a good team, so there is also a chance that they can outplay us. But yeah, we are hoping, of course, to win. Dark Phoenix more powerful than Versatile? Yes, I think so. Because we mostly practice with the Dark Phoenix. Погнали смотреть вторую карту против Dark Phoenix. Урона в него залетает, но не фатальный, но не смертельный. Нагиб все еще жив. Его все-таки закрывает. Черепаху кто заберет? Пока что не ясно. Ваншот! Черепаху забирает. А в ответ двоих можно забрать. Вот это хорошо. Минус Нагиб. Нет, вылетает оттуда и балалайка. Уходит. Килет сюда же подтягивается. Продолжение? Навряд ли. Ну, там продолжение скорее было по лорду Виксана. Да, но здесь Нагиб все-таки подставляется. У нас ваншот-то уже кушает вышку. Балалайка тоже будет падать. Отрабатывать по ним и пытаться остальных персонажей докусить, но тут наоборот Килетика ставит на фокус, успевает поражать лужу. Также врывается Нагиб, на его развоплотили, даже и не заметили. Килет тоже уничтожен. Остается только 3 представителя Фениксов. Врывается, отталкивается балалайка. И на этом все. Это счет 1-1. Сайленсер пытался что-то сделать. Я думаю, Белярик, нам просто фронт нужен. Вы их распокаете сами с Хиканом как-нибудь. Но если у нас будет Натан, нам просто нужен фронт будет по-любому. Скользает, кажется, да, он выживает. И наоборот, по Нагибу есть возможность работать. Ставится меч, и на этот меч удается подловить соперника. Балалайка проседает, балалайку затормозили, балалайку закрыли. Ваншот дальше разыгрываться. Сайленсера не отпустит ни при каких обстоятельствах. Даже это Дина ему не... А вот маленький стоит. Какой красивый есть фраг, говорят ребята, потому что сразу на мид открываются. Еще и Нагиба тут же остановит, вытаскивает его из-под башни. Все, это минус 2. Не успевает сюда никак Шлянер. Балалайку просто взорвали. А почему он оказался здесь один? Инициация по Авроре хорошая. От китбомбы свлекать через ультимейт, выкидывает его под вышку. Возможно, будет он здесь погибать, прожимает заморозку, но все-таки падает. Лорд подходит. Минус Шлянер. Это будет падать еще и Килет. Это игра по трону от Team Spirit. Нет возможности отдефать. Шлянер упал. Сайленсер тоже падает. Это минус Нагиб. И это вторая карта в пользу Team Spirit. Я готов заплатить за задел. One more, guys, one more! Racing, forget about it!
Team Spirit! Brand. E-retail? Yeah, we practice it in our bootcamp before. And it's really good against Nathan. In early game. Only in early game. Maybe up to mid game, but Nathan is still the god in late game, you know. Our pick from early game or late game? Early to late. Thank you so much. И мы переходим на 4-ю карту. Dark Phoenix против Team Spirit. Погнали, посмотрим. Было ему неприятно, что она не упала в эту ситуацию. У нас Линк уже приобретает себе когти. Хорошая ульта у нас от Санс. Это получается, он ворованный ультимейт от Валентины. Черепаху забирает у нас ваншот. Здесь очень много отдают кнопок. Погибает только Нагиб. Падает еще и Шелианер на Линге. Его законтролили, не дали ему уйти. Нажать кнопки, в размен у нас уходит Сава. Балалайка здесь остается один. А коллектив Team Spirit потерял. Балалайка! По итогу и Балалайка это минус. Сюда убегает, Сава не успевает перестроиться, зато замес на центре происходит, за Хика погоня на развороте, Нагиба останавливает Сава великолепно, есть возможность Нагиба зафокусить, что и делают ребята, Килечку долго там не прожить, он оказывается в стане соперника, пока что пытается через ультимейт Хика действовать, Хика добрать, получилось, Килет все-таки остановил эту цель, но и сам упал по итогу. Здесь очень далеко заходят. Хороший контроль пошел по Сава. Но это по двоим ульта бомбы. Он просто прикрутил двоих. Это минус 3, это минус 4 выживает. Только Шелианер, но он на лоу хп. И здесь уже Санса через фрик. Это гранд-финал, в который выходит Team Spirit. Они одерживают победу в этой встрече. Они делают тот самый камбэк. Они возвращают должное своему сопернику. Дожидаются, когда крипы разберутся с этим объектом. Поздравьте команду. Там уже все аплодируют. Им сдали кит-бомбы. Счастливы. Все довольны. First game versus also was so crazy, bad bullshit, motherfucking. Стартует гранд-финал. Поэтому ребята по классике сетапятся, проверяют свои девайсы для того, чтобы победить. Комментарии. Готов ли к гранд-финалу? Более чем. БО7. Будет фулл катки или все-таки закроете быстрее? Я надеюсь, быстро закроем. Coach, are you ready? About draft, I think both teams get their comfort pick. So it's a good game. We are pretty confident with our pick. Способности. Маньяк далеко залетает, здесь вражеский состав, его тут же сбривают и играют точечно лавли в ответ, правда, сам тоже справляется в таверну, даблкилл. Соответственно, для команды Team Spirit все-таки против пятерки Spirit. О, заборжил Юстика! Пытается жить здесь до конца. Это какая? Ацеславр. Есть продолжение. Или нет? Падает, но Юстика забирает бессмертие. Юстик будет погибать. Заморозка от Юстика живет до конца. Еще перезакупился. Метеор выжил. И все уже сюда подходят из Team Spirit. Это похоже на конечную. Кика может просто вернуться, играть в трон, и он это пытается делать, играть персонажа. Он играет персонажа. По итогу получится ли у них забрать Рипера, забирает Лавли, забирает это все-таки ГГ. Team Spirit забирает первую карту гранд-финала в свою пользу. But anyway, we're ready because we get Gatot. That's Nolan. Нет, у них те же самые баны, просто они возьмут ФП Матильду, а не Нолан. Yeah, just take care of it with Nathan's band. Just carry on with the good thing. Нет, ты не понял. They will take and Matilda and Nathan. First pick Matilda, then what you wanna do? I take Gatot, but Nolan. Вот это в бане. You can take... Nathan Nolan. Ну да, вот так можешь. So. Что происходит?
происходит, Евсениан. Какой прострел! И это прострел просто уничтожает лесника команды Инсилио. Тем временем файт заморозка. Лис у нас появилась. Готов по троим. Кика забирает репер, поэтому по итогу Китбомба живет напоследок. И глава лесника должны уходить из файта. Это огромные потери. Они терпят их, да, Инсилио. И это просто... Лужу прожал, и Кика уже практически фулл КПш, но половина или Маньяк рвается. Соло, Кика взрывает секунду. Это шикарно просто. Есть размер минус Маньяк. Тут у всех лоу КП остается. Сатт Лавер падает. Бежит Лавли. Еще один минус по Юстику. Два румера остались буквально, ребята. Маньяк от ваншоты. Тут остается. Ваншот. Ульта от Калида полетели. Кому-то останется лорд. Ваншот забирает лорда. Будет спать. У Хика щит на пол лица. Сразу двое пары крыльев появляется. Проблема. Маньяк в опасности. Забирает Донта. Донт вообще так нехорошо, некрасивенько. Прям туда прыгнул. Должны забрать в рипера. И можно просто играть трон. Да, это КГ. Это победа. Это 2-0 в пользу драконов. Это 6, ребята, что за игра. Крутые моменты. Но опять Team Spirit оказываются сильнее. Что это было? Сначала у нас драка, где погибают 4. По 4 персонажа с каждой стороны остаются роумеры, а потом просто в ноль закрывают своих оппонентов коллектив. Знаешь, что второй был? Да, не надо было драться. Почему? Он со стопором. Потому что мы проебали там парень. Дрались, в смысле, мы проебали где-то парень. Нет, мы не дрались, там еще предмета не было. Короче, это не важно. Я знал, почему мы проебали. Потому что мы побили, слишком много отдали, мы абсолютно все нажали. И был нужно просто без этого, но он просто пришел, и он пул хп был. И он мне дал один рассказ, не 2 раза, он 3 раза дал там каз, блядь. Что? Come on, выходим. It's not the thanks of the year. I need your opinion about Terizla because this is hero so weak, not meta. The last time Sava said this, it's not meta, we don't wanna pick Terizla. But why we pick? We need one more tank because the enemy have Nathan. So we need some more heroes that can take up his damage and also annoy him in team fight. Also, Terizla is a Kid Bomba signature hero. Yes, I know. Yeah. So even if it's not meta, if the player is his signature hero, doesn't really matter. Будет инициация. Сейчас попытка ворваться здесь. Черепах. Ловли! Идут ульта! И достается Китбомба. Первый минус Ваншот пытается убежать. Ваншот отогнать. Бьют его в спину. Ему больно. Догоняет все-таки. У Кика проблемы. И Sunset Lover Питы убегает себе во свояси. Агрессивно не попадает ни по кому. У Сава проблема. Сава здесь, скорее всего, не отпустит. Пытается убежать. Живет до последнего. Полетел Дон. Срывает одного. Срывает второго. У него самого мало КВ. Вспышка и отойти. Просто за Кика. Делает минус. Но тут же Рипер ставит точку. И они пойдут трон. Они будут заканчивать. Ой, Ваншота есть такая хорошая возможность здесь попытаться как-то бы подефать, но двойная пачка заходит прямо патрон почти здоровый, но нет, Рипер заканчивает его жизнь не на этом. Нахуй под красный, потом я и должен, блядь, взрывать черепаху. Да, это хуйня был, я сам понял. Да, я понимаю, все. You realize they just picked our hero and Они даблпик взяли Валю, разве? Нет, они не взяли Валю. They didn't, yeah? Yeah. it's third pick. Вы, So we can take it. для меня выиграл игру Натан, я не знаю, о чем вы говорите. Он получил фарм и потом выиграл всех. Forget about this game. Paquito? Why? Again, he doesn't have much hero. I think it's his personal choice for this game. I mean, it's hard game for Paquito, but if he play it right, if they have amazing teamwork in the team fight, Paquito really can kill anyone. But why Furious? So it's just kid's choice against some heroes of Insilio. Мы переходим к 4-й карте. Инсилио против Team Spirit. Let's go.
не забываем, что если Сиан живой, может просто засмайтить лорда, поэтому Спирит пытается найти еще один скилл Лавли. Это будет Лавли. Ваншот, он прожимает сзади, Антипиз начинает играть, вернее, очищение. Пошел ваншотом, маньяк выбирает его, уходит. И Сиан отсюда, маньяк страдает по КП. Сава будет добраться, дать это урон. От Кика есть Ачич или нет Ачича? Он не нажмет. Не нажмет, да просто не нажал, он вообще КП даже не потерял. Как так-то? Еще и вышка, Т3 на миду падает по боту, Юстинианку уже здоровый теряет, идет хилится, Сава, хороший выбрасывает лампа Лавли, ульту Лавли нажимает, хорошо, стягивает туда же лорд, может быть на разворотный момент сейчас делать, ну как же ваншот, это все зашотал в моменте, действительно это ваншот, даблкилл Хика, заморозка есть, но не спасет Анадонта, и это трон, это 3-1! That one we know. Just take one and then something else, blah, blah, blah. And sometimes we need to some скритопульни хуйня because they just, you know, sitting, thinking, and sometimes fine. If you destroy that shit, they cannot do whatever. No, it's not the point, you know, the point is purify of cloud, for example. I feel like now just play for Hiko and we win game. Need just some ADC who will fuck Nathan. Okay? Let's do it. Ваншота за это наказали. Попытка контринициации, выход здесь. Кому достанется лорд, пошла ульта от Белерика у маньяка. Проблема маньяка, мало КП остается, разрывает Кика. И бежит отсюда команда Team Spirit. Там 3 игрока остается. Отпустят ли их? Скорее всего нет. Сатут Лавр дал ноу, КП выживает. Вот так вот его и зацепили, действительно. Хочу отметить. И от него есть выбили бессмертие. Продолжение. Пулы! Там просто пассив КП и на все разносят. Кика отсюда не уйдет, его пытается завить Сава. Ой-ой-ой. Минус, что они творят? Это камбэк. Это жесть. Мне казалось, что у тебя хватило дэмэджа и скорости атаки, чтобы пробить эти строения. Санса здесь буквально один. Он умеет дефать, он это показывал. Но как можно задефать троих? Это с живущим еще и АДК. Да, это ГГ. Ты будешь чипать, они забанить, самое дело. Они хотят как-то Натана получить. Только с Натаном победы у них и у нас. Они, наверное, хотят так делать, чтобы они его забанить, и мы забаним чип Руси. Тогда это значит, мы будем без Натана играть. Я считаю, что без Натана мы выиграем. Смотрите, здесь мы выиграем. Они не забанят Натана. Я хочу на ФП, видите, Натан. Я сам могу все оба забанить. Если они мне дают все за Натан, мы должны выиграть, нет? Да, ну этот файт победный был. Ну почему он подумал, что мы выиграем игру? Мы выиграли игру, но надо было немного подождать. Да, ФП. Hi! The last time Hika picked Beatrice and this was win. In the last MCC, MCC season 3. Okay. This is for win? Yes. Why? Because he feel it. He really like to play Beatrix. And we just, okay, whatever you want, just pick it. We trust you. Okay. What about healers? Because healers it's important hero. Yes. Why healers? Well, in this series, it's the first time Helos is open. It's always banned, so the team decided we just pick it first and see how it will impact the game. So it's like first game of Helos of the day. Okay, thank you. Возможно, это последняя игра на сегодня, так что let's go. Просто силами. Он на базу просто полетит. Центральная вышка падает. В любом случае, по топу заходит. Да, пытается зайти еще по топу. Туда же идет у нас лорд Исняна. Просто сейчас не будет его ульта. Но очень нужна прямо сейчас на деф. Надо бы воскреситься. Ульта от кит-бомбы. Идет в Донта. Маньяк. Попадание по самому маньякам. Взрывает. Как уже много урона у Хика. Здесь лорд патроном по Лавли. У нас прокат прошел. Подброс от Масава все-таки подлетает у нас. Также идет игра по трону. Хика взорвали. Но, возможно, захватит сейчас им спирит урона. Патрон хватает этого урона. Даже без АДК. Это конец. Это победа.
Давай подведем итоги. Давай начнем с первого дня, с первой серии игр против Dark Phoenix. Что пошло не так? Какие сделали выводы? Это была первая игра на плей-оффе. 7 дней до этого мы не играли особо в ранг, только за день до, там что-то пару игр сыграли. Плюс к этому все абсолютно, опять же, говорят, что мы топ-1, и в совокупности это дает то, что мы просто не играли в свою игру, отвратительно играли, и Dark Phoenix выиграли по итогу. То есть они навязывали свою игру какую-то, постоянно в лоб хотели с нами драться, мы такие, давайте, и они нас где-то выигрывали, где-то мы выигрывали, и по итогу вот это все вылилось как вышло. То есть там какой-то файт они выиграли, какой-то мы. Там на дефе лорда залился ваншот, потом залился каким-то скрытопульным образом хикан, и все, мы слили еще третью игру и упали вниз. Versa Time. Это была буквально игра на выживание. Просто отобрали победу силой духа. Почему так вышло? Почему так тяжело? Опять же, потому что просто все скрытопульно. И мы выживали в этот день, то есть нам просто нужно было дойти до второго дня, потому что в этот день все были подавлены в тильте, 7 дней не играли, и все вот это то, что я сказал до. То есть просто не готовы были к этому дню, а этот день как бы уже, такой, типа, парни, вы либо вылетаете, либо дальше проходите. Так еще и не повезло, Верса железобетонно, типа, сильнее Инсилио были, на мой взгляд. Еще и они упали, и все, у нас там как бы разговор короткий, типа, либо мы, либо они проходят, и не хочу говорить, становятся чемпионами, да, Версы могут проиграть Инсилио, могли проиграть в гранд-финале, в целом, типа, они посильнее, но могли бы проиграть в гранд-финале, то есть это не значит, что они в гранд-финале точно выиграют, даже нам надо прилагать миллиард усилий, колоссальное количество. И после этого мы выигрываем. Соответственно, не надо там думать, что когда я говорю, что они посильнее, типа они точно залутали бы гранд-финал. Нет, это не так. Даже вот, опять же, этот же плей-офф показатель тому. То есть, мы на сколько-то там миллиардов сил сильнее всех. По итогу бац, топ-4 железобетона, все предиктали команде, она нас обыгрывает, а мы топ-1 должны были занять. Что это такое? Соответственно, кто угодно, где угодно в таком плей-оффе может проиграть. Еще и формат, я считаю, не совсем удачный. Когда-нибудь, молюсь, они поднерфят эту фигню, что финал верхний играется best of 3, а не best of 5. Хотя бы финал. Ладно уж там первые игры. Хотя бы финал пусть играется не best of 3 в верхней сетке, потому что финал нижний играется best of 5. Так еще до финал нижний тоже best of 5 игра играется. И все это мотивируется с тем, что там же игры на выбывание, это такое. Вот, и, короче, по поводу версии еще что могу сказать. Те же самые причины, что и с Dark Phoenix, но благо все поняли, что либо мы побеждаем, либо мы прямо здесь и сейчас проиграем, и все для себя выбрали, мы должны выиграть, типа, все сделать для победы. Расскажи немножко про второй день, вообще как он начался и чем закончился. Так, начался он довольно отвратительно. Я в 9 утра проснулся из-за того, что напротив нас какая-то дверь пиликала у кого-то. Приезжаем, типа, плюс-минус все понимали, что делать, но, видимо, все были какие-то полусонные, не выспавшиеся опять. Опять вот этот какой-то скрытопул пошел, там ваншот залился, там кит тильтанул с этого, что-то потом игра не шла от слова совсем, то есть убиваем одного челика. Перегруппироваться, делать то же самое, что вы делали до этого, то есть просто фармить и, находить выгодные ситуации и реализовывать их, соответственно. По итогу сделали килл и просто как кабаны какие-то бежим вперед, просто без вижена, без информации, бежим просто куда-то непонятно куда. Вот, фидим, и дальше вообще игра не клеилась, типа... тильт, плюс вот это вся сонное состояние. Самый прикол в том, что не у одного человека, а у всей команды такое. Потом пришлось немного покричать, и в целом все проснулись, взбодрились, и дальше пошло по накатанной, как и хотелось, как и... Не то, что хотелось, а как и должно быть. То есть 26-2 в регулярке — это не просто цифры, то есть это что-то должно значить. И это не про статистику какую-то, а каким образом эти 26-2 сделались. То есть максимально уверенным образом проиграли по факту одну игру только Инсилио, там неважно как, но только им проиграли по факту. Вторая игра там вообще на скрытопулчик залилась. Сыграли так, как должны были уже сыграть после первого поражения Dark Phoenix. Опиши коротко финал, серию игр с Инсилио. Мы просто молились и пытались пройти во второй день. Во втором дне все знали, что правдами и неправдами мы закроем второй день. И даже не потому, что Верса там самые сильные оппоненты наши, а просто потому, что нужно выйти из этого мутного состояния и показать наш уровень и
то, как мы играем на самом деле. На этом влог заканчивается. Встретимся с вами на М6, где мы покажем еще лучшие результаты.